Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Фэншоп полезный и не очень. Сегодня вернулся к своей основной рубрике распаковки посылок. Да, давно не было, конечно, распаковочек именно посылок с Алиэкспресс. Накопилось уйма их под Новый год, как обычно. Решил выложить очередную подборку. Присаживаемся поудобнее, запасаемся вкусняшками и вперед, погнали! Давайте распаковывать и смотреть, что же нам на этот раз прислали. Братья из Поднебесной. Вперед. Погнали. На этот раз у нас будет очень много разных посылок, куча, которые скопились на почте. Единственное, что меня немножко смутило, это вот эта посылка. Она пришла у меня с Джумой, я не знаю, что это за посылка, но вот эта посылка, она почему-то, я ее забрал. Получается, 2-2,5 месяца она у меня провалялась. Защита уже истекла. Сейчас вот решила открыть, распаковать. Посмотрим. Ну, в общем, эту посылку, походу, я не заказывал. Они там почте ошиблись. Но мою, походу, посылку кому-то другому отдали. Я даже не помню, что я заказывал и когда. Ты что, не помнишь ничего? Не помню. Ладненько, давайте, ребят. Болтовню отставим в стороночку. Приступим к делу. Так, вот сколько у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять. 5 посылочек у нас сегодня. Вперед, погнали. Крупненькую мы оставим как раз таки вот эту на последочек, на десерт. Начнем, пожалуй, да и вот эту тоже. Начнем с мелочевочки. Вот это у нас посылочка какая-то, я не знаю, что это. То есть это закладывалось очень давно, это все приходит, соответственно, с нашей почты все очень долго. Открываем первую посылочку, что-то маленькое. Вот так, потому что мало ли что, вдруг там что-то ценное, а я это порежу. О, я вижу уже отсюда, видите? А если бы начал резать, то порезал бы. Поэтому, оп, я даже, кстати, уже, по-моему, порезал. Сейчас. Резать ничего не буду. Ага. Все, вот оно. Так, больше смотрим, у нас ничего нет. Нет, больше ничего нет. Все, я это заказывал, да, это у нас обычный переходничок. Ну вот это я не знаю, что это, конечно, походу ее разрезал. Что это такое? Китайский какой-то амулет. Непонятно. Ребят, кто шарит в китайских символах, что это такое? Интересно. Надо вот перевести эти буквы, что они означают. Ладненько, амулет какой-то. Очень интересно. Так, ну и переходничок. Переходничок у нас это у нас на айфоны, которые уже идут без 3,5 миллиметрового джека. То есть, чтобы можно было наушнички свои подключать без проблем. Да, нужная вещь всегда пригодится по-любому. Особенно если у вас айфончик последний. Да. Ссылочку укажу внизу, цену также напишу. Так, далее. Далее переходим к следующей посылке. Вот это у нас посылочка. Маленькая тоже. Непонятно, что здесь. Так, сделали аккуратный надрез. Для меня это тоже загадка. Пупырчатая пленочка. Смотрим, больше у нас ничего нет. Убираем. И что это? Что это за кусок непонятного скотча залепленного? Что-то новенькое, такого у меня еще не было. Что это? Непонятно. Давайте мы его попробуем. И этот скотч отрезать. Китайцы, вы как-то пакуете все, не поймешь. Попробуй откройте теперь это все дело. Ага. Все. Это у нас батарейки, ребят. Да, он их просто согнул. Вот они, батареечки. Sony. Такие пилюли, они у нас на материнские платы идут. Потом на часы разные идут. То есть вот такие вот батареечки. Да, стандарта CR2032 от Sony. 3-вольтовые. Да, я заказывал. Их вспомнил. Так, кому надо будет, заказывайте. Ссылочку прикреплю внизу. Вот такие батарейки.
далее вот к такой посылочке. Тоже маленькая. Скрываем ее. Аккуратненький делаем надрезик. Барабанная дробь. Что это? Кусок пластмассы, что ли? Что это? Ребят. Все. Вспомнил, что это. Это у нас, ребят, я брал, чтобы телефоны можно было ложить. То есть и демонстрировать их. Вот эти подставочки. То есть их вот так открываешь. Ложишь телефон. Вот, хоп. Видите? Вот такая вот она. Здесь у нас просто два уровня наклона. То есть вот так она. Видите, можно ее вот так положить. Тоже несколько уровней. Можно практически вертикально. Вот так. С телефончика продемонстрирую. Пожалуйста. Вот. Можно так. Прекрасно стоит. Никуда не норовит выскользнуть. Все замечательно. И узенькая такая полосочка. Можно вот так. Пожалуйста. То же самое. Все отлично. Очень можем опустить ниже несколько размеров. Вот, пожалуйста, можно вот так даже разместить ее. Удобная штука, пригодится для тех, кто снимает контент. Вторая, то же самое, в принципе, у нее такой же. Вот она здесь приподнимается. Вот, видим. Оп. И выставляем на любой диапазон. Оп. Вот. Пожалуйста. В телефоне. Ну, нужная вещь, особенно для нас, блогеров, в принципе. Неплохо. Что стоит? Что-то очень дешево. Давайте продемонстрирую вам ее, как она крепится. Так, видим. Телефончик прекрасно лежит. Можно вот так положить. Смело телефон. Пожалуйста. Видим. Все отлично стоит. И можно все это дело снимать. Под любым уклоном, под любым углом можно использовать его смело. Допустим, можно вот так положить. Смело телефон. Пожалуйста. Видим. Все отлично стоит. И можно все это дело снимать. Как вам заблагорассудится. Прекрасно. То есть можно взять, поменять, другой поставить угол наклона. Вот такой, к примеру. Или меняется. Все отлично. Вот такая подставочка. Потихоньку подкрадываемся к нашим более весомым посылкам. Так, вот это уже побольше. Так, это уже побольше. Интересно, что же здесь. Давайте мы аккуратненько ее вскроем. Аккуратненько вскроем. Давайте я здесь все-таки. Опа. Угу. Так, больше у нас ничего нет. Это у нас разветвитель. Разветвитель, да. Бура. Разветвитель бура. USB хаб, да, вот он. Я его заказал. Удивительно, что все на русском. Обычно все китайское. Поддержка горячей замены даже есть. Ух, ну нифига себе. Так, бура. USB хаб на 4 порта. USB 2.0. Да, произведено изготовитель, ну это китайский, 30-сантиметровый, 4 USB порта 2.0. Поддержка горячей замены, интерфейс подключения 2.0, не требует установки программного обеспечения. Срок службы 3 года, гарантия 3 месяца. Да, неплохой разветвитель, наверное. Проверим его.
Давайте посмотрим, откроем. Не, удивительно, что все на русском. Действительно. Вот такой бура. USB на конце. Да. Ну и здесь 4 разветвителя, 4 конца, тоже USB 2.0. Хорошая, удобная штука. Особенно сейчас, в связи с тем, что нам надо очень много всего подключать к компьютеру. И все практически имеют USB выхода. Очень хорошая штука, пригодится. Продемонстрируем, посмотрим, работает она или нет. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Бура, инструкция по эксплуатации. Смотрите, ну нифига. Прислали с Москвы, походу. Импортер Marshall, Москва. Ну да, USB 2.0. Это хорошо. Давайте продемонстрируем, как он. Проверим, работает он или нет. Так, давайте подключаем. Хоп. Замигало. Видите? Все, заработало, значит. Давайте мы ее попробуем воспроизвести. Так. Я здесь записал трейлер Матрицы. Все. Все работает. Круто. Матрица. Воскрешение. Ух, я фанат этого фильма, ребят. Второй. Все, появился. Замечательно. Вот он. Угу. Работает. Так, второй. Исчез. Так, третий. Пожалуйста, все, нашел. Все, замечательно. Так, ну и четвертый. Самый последний. Все. Замечательно. Рабочее устройство. Вполне себе. Все функционирует. Классная штучка. Работает. Все замечательно. Бура. Продолжаем. Переходим к нашему заключительной посылке. Вот это вот большой, так сказать, под вопросом, моей ли посылки или нет. Вот это все, что я до этого показывал, это я заказывал, я вспомнил. А вот это я совершенно не помню. Ударился. Тут помню. Тут ничего. Давайте откроем. Но перед тем, как мы откроем эту посылочку, попрошу вас нажать на паузу и подписаться, если вы до сих пор не подписаны на канал. Поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Это единственное, что помогает мне, да и моему каналу развиваться. Спасибо, ребят. А теперь продолжаем. Погнали. Так, ну что, такая вот красно-черная посылка. Напомню, что я не знаю, что здесь действительно. Походу, это не моя посылка. Мне даже интересно. Так здесь у нас, смотрите, ребят. Так здесь у нас матрешка. Тише едешь, дальше будешь раз-два. Здесь и две посылки еще. Ну, нифига себе. Две посылки, которые вот так заклеены. Круто. Не знаю, что здесь. И еще одна. То же самое заклеено. Джум. Смотрите, какая получается у нас интересная штука.
На закладочку еще 2 посылки нам открыли. Почему вот так вот запечатывают, это мне непонятно. Ладненько, вскрываем. Матрешечка наша продолжается. А там еще пакет, да, ребят? Так. Смотрим. Японский городовой. Ребят. Вот это жесть. Ай, блин. Точно, эта посылка не моя. Вот как они взяли и отдали? То есть человек не получил эту посылку, а мою посылка ушла, значит, в другое место. Непонятно какое-то. Что это? Ай, да. Это явно я не заказывал. Какое-то платьишко. Что это? Пиздец, дорогая редакция называется. Да. Да. И какие-то, походу, шорты. Да, причем это очень маленький размер какой-то. Блин, ребята, да. Пролет. Верно. Это я не заказывал. Это не мое. Ой, почта, передаю вам пламенно привет. Что я могу сказать еще? Вот почему вот они заклеили, смотрите, ребят. Зачем вот заклеивать это? Явно, значит, что-то не то. Уроды, блин. Поганые. Ладненько. Давайте, скрываем это. Ну, да. Здесь тоже какие-то вещи. Так понимаю. Да, ребят. Вот так бывает, что приходят нам другие посылочки. Вовремя не открыл. И теперь, видите, теперь получается, что я чужую посылку присвоил. Не хотел, конечно. Ну, давайте посмотрим все равно, что это. Потому что, может быть, кому-то это будет, не кому-нибудь это будет интересно, а многим это будет интересно все-таки. Многие, значит, заказывают эти вещи. Это все новое. Давайте посмотрим, на что это. Вот это такое вот платьишко. Я смотрю, да? Платьишко у нас на девочку. Вот такое вот симпатичное, с такой вот вишенкой. Да, на маленькую девочку. To Sleep Baby. Такое симпатичное маленькое платьишко, да. Ребят. Так что напишите в комментариях. Я случайным образом выберу и отправлю, если кому это действительно будет надо. Вот такое платьишко, ну и вот такой вот штанишки с таким вот, я не знаю, с кофточкой тоже белой. Я показываю. То же самое, все вышло, ребят. Кому надо будет, пишите внизу в комментариях. Я отправлю. Так, ну что, ребят, немножко, конечно, на печальной ноте я закончил это все. Надеялся, что, конечно, мне что-нибудь пришлют такое более-менее толковое. Но, и, как видите, блин, почта наша, как обычно, на высоте. Да. С ума сойти. А я смотрю, не могу понять, номер-то не мой. Посылки. Реально не мой. Шмар. Ладненько, это уже пройденный этап, ребят. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, если видео вам понравилось. Подписываемся на канал, если до сих пор не подписаны. Ну и не забываем про колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей. Пишите что-нибудь в комментарии по поводу этих посылки. И из случайных комментариев я выберу потом, кому прислать эти вещи на маленьких детей. Пишите, отправлю. Не забываем, у меня на канале разыгрывается колонка Транспорт Мини. Все условия будут в описании. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.